Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал от ИПА и не только. Этот выпуск будет посвящен автоматизации процесса литья под давлением. Мы покажем и расскажем, как происходит сборка, установка и запуск робота для установки закладных в пресс-форму, а также робота для подготовки закладных. Мы находимся на литьевом производстве Вологодской области. Сегодня мы с вами узнаем и увидим весь процесс реализации проекта, а именно автоматизацию изготовления деталей с закладными на термопласт-автомате. Андрей, расскажи, пожалуйста, особенности данного оборудования, что входит в комплект поставки и что за что отвечает. Всем здравствуйте. В комплект поставки входит робот для подготовки закладных. Он устанавливается вблизи самой машины. И робот, который устанавливается на неподвижную плиту термопласт-автомата для закладки закладных, съема изделий и съема литника. Давайте посмотрим, для какой пресс-формы изделия из закладной будет внедряться автоматизация. Андрей, покажи нам сейчас, как происходит работа с этой пресс-формой и что за изделие там изготавливается. Изделие изготавливается корпус. Сюда вставляются закладные, далее обливается. Сейчас закладка закладных происходит вручную. Это достаточно долгий процесс. Всего 8 закладных руками закладываются. Как мы видим, это очень долгий процесс. Он занимает достаточно долгое количество времени, и плюс еще неудобно каждый раз, каждый цикл лазить в пресс-форму. Сейчас длина цикла равен 57 секунд. Иногда он увеличивается, потому что он нестандартный из-за того, что каждый раз тратится разное время на закладку закладных. Сколько по времени обычно занимает процесс запуска данного вида оборудования? Если все проходит в штатном режиме, процесс запуска, установки и обучения персонала происходит за 2-3 дня. А скажи, пожалуйста, какая вообще выгода для клиента, для производственного цикла использовать этих роботов? В данном случае сейчас пресс-форма работает в ручном режиме. Оператор руками закладывает закладные в пресс-форму. Цикл одного изделия происходит за 57 секунд. А какой станет срок? Это мы увидим после установки. Хорошо, тогда приступаем к работе. Проверим, действительно ли мы уложимся в этот срок и что получится у нас в итоге. Мы приступили к распаковке роботов, подаче и установке закладных, а также конвейера. Удаляем крепежные ремни, фиксирующие роботов в контейнере при транспортировке. Снимаем конвейерную ленту. Извлекаем робот для подачи закладных. Распаковываем робота для съема изделий. Перемещаем робота для подачи закладных к месту проведения работы. Затем с использованием чалок и кромбалки поднимаем 5-осевой серворобот и перемещаем его к термопласт-автомату. Снимаем защитный кожух с неподвижной плиты в зоне установки робота. Что ты открутил? Защитный кожух. Устанавливаем переходную плиту на место снятого кожуха. Закрепляем ее болтами. Стоит учесть, что в комплект поставки не всегда входит переходная плита. При необходимости она изготавливается по чертежам базы робота и неподвижной плиты ТПА. Крепим базу к 5-осевому сервороботу, используя шестигранный ключ соответствующего размера. Поднимаем всю конструкцию с помощью кран-балки и устанавливаем на термопласт-автомат.
Закрепляем ее болтами. Прикручиваем декоративные пластиковые заглушки и защитные кожухи на роботе. Проверяем надежность соединений в электрическом ящике. Распаковываем оснастку для съема изделий и установки закладных в пресс-форму. Оснастка включает в себя две металлические пластины, при помощи которых будет производиться захват готовых изделий и установка закладных. Подключать робота к ТПА будем при помощи разъема Евромап 12. Сначала устанавливаем разъем на термопласт автомата. Укладывается проводка через станину термопласт автомата до электрического шкафа. Производим подключение проводов от разъема Евромап к контактам контроллера Кеба на термопласт автомате. Подключаем промежуточные реле, которые участвуют в обмене сигналами между контроллером ТПА и роботом. Определяем место подключения проводов по схемам робота и термопласт автомата. Сверяем обе схемы и выполняем подключение. После этого укладываем провода в кабель-канал. Защищаем многожильный кабель от робота, чтобы было удобнее его подключать к контроллеру ТПА. Монтируем стол для робота подачи закладных. Размещаем робот для подачи закладных на его рабочую поверхность. На практике этого робота можно размещать и с противоположной стороны ТПА. Это заранее обсуждается и реализуется под конкретный запрос.
Далее к роботу подачи закладных подключаем с помощью пневмотрубок сжатый воздух от цеховой магистрали. В других случаях можно использовать компрессор. Подключаем пульт управления пятиосевого робота. При помощи сигнального провода соединяем между собой пятиосевой робот и робот для подачи закладных. Проверяем работоспособность всех узлов и механизмов робота для подачи закладных. Настраиваем позиции и скорости движений по всем осям. Все движения проверяются на медленных скоростях. Настраиваем программу для пятиосевого робота, чтобы он снимал изделия и устанавливал закладные в пресс-форму. Необходимо учитывать положение подвижной плиты, ход толкателей на ТПА, расположение изделий и точку установки закладных деталей. Андрей, у нас сегодня второй день, как мы на производстве. Расскажи, чем планируем сегодня заниматься, какой план действий? Сегодня отстраиваем подачу гаек, настраиваем программу робота и запускаем в цикл. А на завтра тогда что оставляем? Посмотрим, может быть, мы за сегодня справимся. Продолжаем наладку. Совмещаем оснастку пятиосевого робота с оснасткой робота для установки закладных. Подключаем силиконовые трубки к оснастке для создания вакуума, с помощью которого изделия будут удерживаться на присосках. Устанавливаем и настраиваем конвейер для транспортировки изделий. Сверлим отверстие в полу для надежной фиксации стола под роботом с помощью анкеров, чтобы он во время работы не вибрировал и не смещался, иначе нарушится точное позиционирование при захвате закладных оснасткой робота. Ставим конвейер на место подачи готовых изделий. Повторно пошагово проверяем написанную программу. Делаем финальную настройку функционирования роботов в комплексе. Сегодня у нас день X. Мы завершили монтаж и произвели запуск робота для установки закладных в пресс-форму и робота для подготовки закладных. Андрей, как все прошло? Сколько теперь составляет время цикла? И уложились ли мы в срок? Все прошло в штатном режиме. После запуска автоматизированной линии цикл составил 36 секунд. Теперь оператору не нужно залезать в пресс-форму, закладывать закладные. Это уменьшит количество брака также и увеличит производительность. В срок мы уложились за 2 дня.
вами был пластмассовый енот. Если это видео было для вас полезным, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. До новых встреч! Пока-пока.